Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Всем доброе зимнее утро. Да, вы видели, у нас пошел снег, наконец-то. Мы очень рады. На утро очень захотелось приготовить вафли. Да, к сожалению, формы у меня нет, но есть форма, которую я покупала на Wildberries, и у меня есть замечательный рецепт. Конечно, у кого есть вафельница, обязательно приготовьте по этому рецепту, они получаются очень вкусными. Все ингредиенты будут, как всегда, на видео на экране и в описании под видео. Вот, кстати, та форма, о которой я вам говорила. Она очень бюджетная, меньше 100 рублей, по-моему, она стоила на Wildberries. Покупала я ее где-то недели 3 назад. Итак, для рецепта мы сначала берем теплое молоко, туда разбиваем яйца. Масло нужно растопить в микроволновой печи. Отдельно берем муку, туда добавляем разрыхлитель, все перемешиваем и просеиваем в наше тесто. Берем миксер, перемешиваем, либо берите блендер, вот как у меня погружной. Тесто получается довольно-таки жидкое. Муки больше не добавляйте, потому что вафли будут просто жесткими. Далее, если у вас есть вафельница, то печете в ней. Но так как у меня ее нет, я взяла вот такую вот емкость для теста и просто выливаем туда и распределяем по форме, как показано на видео. Эта форма, кстати, очень удобная, ею можно воспользоваться, когда печете блины, оладьи, кексы, допустим. Ссылки на все покупки, которые мы делаем, я обычно оставляю в нашем телеграм-канале. Ссылочку на телеграм обязательно оставлю под видео. Итак, отправляем в духовку буквально 15 минут, и вафли готовы. Они получаются довольно-таки высокие, потому что там есть разрыхлитель, и с этим тестом они не жесткие. Это самое главное. Сегодняшний ролик у нас про то, как мы наряжаем дом, готовимся к Новому году. В спальню мы также хотим повесить гирлянду. Гирлянда шторы, по-моему, так называется, или гирлянда занавес, что-то такое у нас есть уже в гостиной на 2 окна. И вот третье окно, наше большое в спальне, тоже хотим, чтобы вот так вот все ярко светилось по вечерам. Да, сейчас Федя устанавливает розетку. Да, уже целый год прошел на самом деле. Я давно его просила об этом. Ее мы установили сверху для того, чтобы включать гирлянду. Также в спальне у нас будут кое-какие переделки. А именно, я купила такую узенькую полочку, которая будет висеть над комодом. Да, большой цветок я отсюда убрала. Зеленый, его пока место в ванной комнате на окне, а вместо него на комоде будет стоять светильник. У нас есть светильник над тумбочками, но у них очень яркий свет. И плюс еще мы сюда купили в Леруа Мерлен картины, вернее рамки. И недавно я заказала с Wildberries постеры, очень сюда подошли. Ссылку на них также кидали в телеграм-канал, но их я покажу немного позже. Давайте расскажу о нашей переделке. Да, сегодня вы, конечно, увидите наши постеры на стене, мы уже их прибили. Все классно, красиво, но все равно зимой мы хотим эту комнату немного переделать. Стена, где входная дверь, она будет темнее. Да, мы решили одну стенку выделить. Я думаю, что так будет более гармонично, так скажем, смотреться.
потому что когда все белое, все равно не хватает чего-то. И давайте я вам покажу свои покупочки, которые я сделала с магазина Larry Dood. Я думаю, что с ним многие знакомы. Заказала я наволочки, да, там просто бесподобное, классное постельное белье. У этих наволочек такой очень яркий, красивый, насыщенный цвет. Вообще в последнее время мы очень любим желтый цвет. К темику мы полностью подобрали дизайн уже, и там присутствуют тоже желтые оттенки. В магазине Larry Dood огромный выбор не только постельного белья, но и большой ассортимент мебели, декора для дома, одежды и многое-многое другое. Обязательно ссылочку оставлю, знаю, что будете спрашивать. И также я прикупила вот такой шикарный плед, вы только посмотрите на него. Он очень мягкий. Сейчас в конце, перед тем, как пойти украшать кухню-гостиную, я вам покажу, как плед смотрится уже на кровати. Я также заказала с магазина Larry Dood стаканы. Я давно, честно говоря, на них смотрела. У многих блогеров они есть. И в этот раз я решилась, честно говоря, побаивалась, так как, сами понимаете, стаканы могут разбиться, но они так были классно упакованы. Там такой толстый поролон, что там просто даже если кидать коробку, с ними ничего бы не случилось. Также в конце, когда буду сервировать стол, обязательно их покажу. Долго я думала, как же постелить плед, все-таки на всю кровать или сделать вот так, как на видео. И мне так понравилось намного больше. Особенно сочетание с желтым цветом, мне кажется, это просто супер. И вот, кстати, второй комплект наволочек, это уже 70/70, тоже очень яркие цвета насыщенные, тоже с желтым. Я прям очень довольна расцветкой. На самом деле, вот когда смотришь на сайте, допустим, там все ярко, красиво, естественно, на сайтах показывают все красиво, а приходит, бывает, не то. А тут пришло намного даже лучше, чем смотрится на сайте, вот честно. Ссылочка на магазин Larry Dood обязательно оставлю под видео. И у меня есть для вас также подарок. Промокод на скидку 38% на весь заказ. Но хочу заметить, что скидка не действует на товары с надписью «Финальная цена» и «Новая коллекция». Итак, посоветуйте мне. Мне Федя говорит, что вот эта вот маленькая подушка, которая у меня была 45/45, говорит, что она лишняя, лучше ее убрать. Но я пока что оставила. Не знаю, по мне так все идеально просто. И вот наши картины. Постеры хорошо сочетаются с нашей спальней, тоже в бежевых оттенках. На этой стене менять мы, в принципе, практически ничего не будем. Единственное, вместо обоев у нас кое-что будет. Мы потом об этом расскажем обязательно. И да, в спальне сейчас стоит большое зеркало, которое у нас было в гардеробной комнате. Я его принесла сюда. За место зеркала здесь была ваза. Но, к сожалению, сейчас мне ее пришлось убрать, так как зеркало оно для нас тут нужнее. Потому что мы часто показываем обзоры покупок своих, одежды и так далее, и зеркала просто не хватало. И в гардеробной комнате я, честно говоря, в него почти не смотрелась, потому что у меня над туалетным столиком висит большое зеркало, и его достаточно. Ну и показываю итог, что у меня получилось. Комната стала такой более яркой. Новогодние здесь добавлять я ничего не буду. Мы только вечером повесили гирлянды, и их я снимать после Нового года не буду. Они, скорее всего, будут тут висеть, потому что мы часто по вечерам их включаем. Ну и пока я занималась спальней,
естественно, я параллельно готовила обед. На обед у нас сегодня будут долма, но готовить мы их будем в автоклаве. Автоклав у нас домашний стандарт. Да, давно я хотела сделать эти заготовки на самом деле. В первую очередь выручают они, когда приходят гости. Да, готовишь там котлеты, голубцы, долма, как в данном случае. Открыл баночку, и у тебя уже второе блюдо готово. И, кстати, они настолько вкусно получились, что даже они у нас будут на новогодний стол. Но готовится все очень просто. Сначала делаем зажарку, то есть обжариваем лук с морковью. В зажарку я также еще добавила томатную пасту. Рис заранее я не отваривала, я просто его замочила в горячей воде. Далее берем фарш и просто все соединяем. Все. Начинка готова. Виноградные листья я покупала в магазине, у нас продаются в оптовом, очень вкусные, кстати. Но если у вас есть, конечно же, свежие, то берите их, будет вкуснее намного. Мы часто говорим про автоклав домашний стандарт, и не просто так, потому что реально он стоит своих денег. Безусловно, в нем получается вкусно все абсолютно, без преувеличения. Мы готовили и шпроты, мы показывали, кстати, на втором нашем канале «Будни Федора», и гречку, тушенку, заправку для борща. Кстати, у меня уже ее нет, нужно будет обязательно приготовить еще. Тем более на сайте Автоклав сейчас действует скидка. Если вы приобретете автоклав из нержавеющей стали, он еще дополнительно будет комплектоваться ламповым соединением для пленочной колонны. Это просто идеально подойдет для консервирования. И еще маленький бонус: вы получите комплект зажимов, который стоит около 1200 рублей. Скидка получается от 2000 рублей. Это очень выгодно. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Итак, после того, как вы все уложили в банку, обязательно посолить пол чайной ложки, специи по вкусу и сверху заливаете водой. Все, закрываете банки, отправляете в автоклав, наливаем в него 1 литр воды, 120 градусов, 60 минут. Да. Мои-то шпроты уже оценили по достоинству. Мои шпроты. Там как одна девушка написала: так это же все Наталья сделала, ты просто показала, попробовала. Приготовила она, знаете, приготовила. Это же процесс, нужно же руководить, смотреть, опробовать, кто это будет. Это самое главное, что там взять приготовить. Приготовить, знаете, я могу. Вот. Самое главное, это с любовью, от души, вот, чтобы было, понимаете. Когда рядом такой мужчина, как я, все готовится с любовью. Так, ладно, момент настал. Просто, если кто не знает, друзья, на нашем втором канале, это «Будни Федора», да, мои дорогие, мы тоже готовили шпроты с килькой. Ой, как мне сказали, килька и кульку. С килькой. С килькой. В общем, неважно там. Главное, чтобы вкусно и все это. Мы тут не урок русского языка проводим, поэтому в этом Мы плане... сейчас экспериментируем. Я с вами тогда полностью согласен был. Я тогда сказал, да, ее нужно подкоптить. Это вообще будет просто бомба на самом деле. А мне кажется, вообще разницы нету, что именно из чего, с какой рыбы делать шпроты. Главное, чтобы она была маленькая, красивая. А там, если рыбку, мне кажется, любую подкоптить, а потом это все в автоклав с маслицом, да это вообще просто, я же говорю, взрыв мозга будет. Предварительно мы уже дали остыть нашим баночкам, если вы делаете консервом. Вот. Вообще, если честно, мы уже такое заметили, готовят тушенку, разницы нету, да, что ты там готовишь варенье, джемы, консервы, рыбные, куриные, говяжьи, на самом деле разницы нету. Друзья, я понимаю, что очень тяжело устоять, особенно там тушеночка, но вот сейчас мы начали замечать, что когда наши баночки постоят, вот как отстоятся, да, они вкуснее намного. Вот как с рыбой рекомендую, да, если вы рыбные консервы делаете, то желательно их кушать через месяца 2-3. Это вообще будет прям самый вот смак, бомба. Потому что мы вот нет-нет, бываем беготня, у нас тоже такой рабочий день, у нас там вот заготовки еще тушенки лежат, там у нас нормально провизия. Раз открыли, и каждый раз кажется, что тушенка еще все вкуснее и вкуснее. И еще вообще такие вещи, вот,
консервы, долма, все, что связано с мясом, я люблю есть холодным. Посмотрите, вот, что у нас за красота. Это, в общем, виноградный лист, там все, да. Вот это, блин, пахнет прям вообще. О, а вот эта жидкость, это что? Да это просто водой. Можно, конечно, бульоном, но... Ничего, это, извините, если что, я вот так вот беспредельничаю. Офигенный бульон вообще. Самое главное, мне кажется, чтобы они остались целые, чтобы к подаче на стол смотрите, они красиво. Не, ну чутко выглядят, да, классно. Прям маленький, аккурат. Молодец, стараешься. Нет, вот смотрите еще. Вот, и все, и в рот поместилось и съел. Не надо там 3 раза откусывать. Я тебе сметанку положила, не знаю, ты так? Давай, я первый так попробую, да? Мяско вообще тает. Ага. Сейчас что-то я не понял. Вот я выдержала 60 минут. Я вот думаю, 60 это нормально или можно было меньше? Офигенно. Не знаю. Мяско прям просто тает. Просто тает, оно, я не знаю. Ой, такое нежное мясо стало просто восхитительно. Честно. Классно. Смотри, а? Какая красота. Листики, все достал, все вкусненько. Вот как будто только приготовили. Не передает аромат, просто улетный, я вам сразу скажу. Гарнир подал, что там гарнир? Да. Макарошки, пюрешечку. Или гости пришли, у тебя уже второе блюдо. Готовьте от души, вот с прекрасным вот таким аппаратом, автоклавом, домашний стандарт. На самом деле, еще раз говорю, очень простой, надежный. Один раз купили и все, и будет вам счастье. Еще раз повторюсь, друзья, у них есть все. И для индукции, и электрические, и газовые. Тем более это будет шикарный подарок в преддверии новогодних праздников. На самом деле ваши пусть родные и близкие скажут вам спасибо вот за эту классную шикарную вещь. Готовьте полезную вкусную пищу от всей души. А во всем этом вам поможет автоклав домашний стандарт. Друзья, кого заинтересовал данный автоклав, а я уверен, он заинтересовал многих, ссылочку мы оставим вот там внизу в описании под видео. Пожалуйста, не благодарите, потому что хорошим нужно делиться. Ну и в кухне-гостиной, конечно, первым же делом нужно было собрать елку. Как раз таки Тёмочка у нас до обеда дома был, Лерочка болела, и мы решили все вместе этим заняться. Украшение елки, я считаю, что это один из самых приятных этапов подготовки к празднику, особенно для малышей. У Лерочки это первый раз, потому что до этого она практически ей не было это интересно, она была еще маленькая. А сейчас она ждет. Во-первых, в детском саду их подготавливают, то есть скоро праздник, будет там елочка, Дед Мороз, Снегурочка, мультики она также смотрит сейчас, там тоже везде сейчас показывают праздники, и она прям ждала этот день. Елка у нас еще осталась в Сочи. Она есть, кстати, на Вайлдберрис. Я ее прям недавно нашла, потому что как-то у нас девушка спрашивала. Ссылочку на нее я в Телеграм оставлю. Ей уже, наверное, около 4 лет. И я вам скажу, что она в отличном состоянии. Самый главный плюс ее это в том, что она маленькая. То есть небольшая. И у нас в кухне-гостиной ее поставить, к сожалению, некуда. Да, мы хотели купить большую елку, нарядить, но, к сожалению, места у нас здесь нет. Если только ставить ее, допустим, в коридоре где-нибудь или в гардеробной. Но я считаю, что елка должна стоять там, где находится телевизор, стол кухонный, да, так как ты встречаешь Новый год за столом, а что как не елка дает настроение. Мы в этот день не только украшали комнату, но и решили отодвинуть диван, и я помыла плинтуса, полы,
И на диван мы приобрели чехол. Нам давно об этом говорили, потому что диван у нас довольно-таки светлый, и каждый раз его оттирать, это, конечно же, не дело. А чехол — это супер просто. Выход снял, когда тебе нужно, постирал и снова одел. Стоит совсем бюджетно. Я покупала на AliExpress. Там по цветам абсолютно можно выбрать любой. И по размеру он хорошо тянется. Ну, в общем, мы довольны. Вот, кстати, стаканы с магазина Ларитут. Посмотрите, какие они симпатичные, довольно-таки большие. Я такие хотела. На сайте есть еще классные там и для шампанского, и для вина. Очень здорово смотрятся. Сейчас чуть далее еще их покажу. И повторюсь, ссылочку оставлю внизу. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Ну и вот что у нас получилось. В принципе, я довольна очень по-праздничному. Все нарядили, все успели. Да, конечно, с детьми немного тяжело. Лерочка бывало капризничала, то хотела игрушки все сорвать, потому что, все равно она еще маленькая. Без детей, конечно, это все происходило бы намного быстрее, а так мы управились, наверное, за полдня. Но это с тем учетом, что кухню, как помните, я уже помыла, отмыла, то есть ей я не занималась, окна я тоже помыла. То есть так, просто все нарядить и полы помыть. Напишите, вы, очень интересно почитать, нарядили ли вы елку, или, может быть, так же, как и мы, кухню, гостиную, коридор. Знаю, что многие не заморачиваются и говорят, что это лишнее, что елочка, в принципе, достаточно. Но мы в этом году решили прям подготовиться. В том году у нас шел ремонт, сами понимаете, и елки у нас не было, к сожалению. А в этом году мы оторвались, так скажем. Ну и в конце, по традиции, я вам показываю рецепт десерта. В этот раз у меня такое рождественское печенье, очень вкусное и простое в приготовлении. Да, здесь понадобится нам миндаль. Это не обязательно, я чуть попозже покажу вам, для чего он нужен. А чтобы приготовить тесто, мы сначала взбиваем масло сливочное с сахаром. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Далее добавляем все ингредиенты. Отправляем в пакет и оставляем буквально минут на 30, чтобы оно полежало не в холодильнике, а просто на столе. Далее разрезаем его, чтобы вам было удобно раскатывать его, и раскатываем. Форма может быть абсолютно любая. Я взяла вот такую, покупала на Озон, в форме мишки. Можно, конечно, взять и елочку, да вообще абсолютно любую форму, которая у вас есть. Если и формы нет, то просто берете стакан и вырезаете. Но печенье приготовить стоит, оно очень вкусное. Итак, вот что у меня получилось. Посередине ставим миндаль и ручкой мишки зажимаем. Вот можно 2 ручки зажать, можно одной ручкой, как будто бы он держит. Очень прикольно получается. Выкладываем все на противень при 180 градусов, выпекаем буквально 15 минут и готово. У нас детки не очень любят сладкое, но их съели с удовольствием. Кстати, тесто можно замораживать. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. На этой прекрасной минуте я буду заканчивать это видео. К сожалению, в этом году это мое последнее видео, поэтому хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. В преддверии праздника хочу пожелать всем людям, абсолютно всем людям планеты никогда не терять надежду,
верить в добро, любить и не терять родных и близких людей. Крепкого здоровья всем, огромного счастья, благосостояния и мирного неба над головой. Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты. Всем пока-пока. Папочка, скажи, давай нам огонек.